Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Срез кутикулы – очень важный этап, который отвечает за чистоту маникюра и наличие заусенец буквально уже через пару дней. Но обычно ему уделяется незначительное время. От этого много ошибок. Разберем в ролике самые популярные из них. Поехали! Первая ошибка – склейки кутикулы еще на начальном этапе. Важно хорошо раскрыть подкутикульный карман и хорошенько убрать все склейки инструментом. Например, апельсиновой палочкой или пушером. Мы видим, что кутикула сейчас не отделена от ногтя. В таком случае равномерный срез не получится, ножницы будут стопориться под кутикулой. Для раскрытия кармана мы можем воспользоваться, например, апельсиновой палочкой. Начинаю работать от одного синуса через центр к другому, приподнимающими движениями раскрывая карман. Либо для этих целей мы можем использовать пушер, но не увлекайтесь с отодвиганием, необходимо все-таки вычищать все из-под кутикулы, либо плоской стороной пушера, либо топориком. Такой чистый карман в дальнейшем будет и проще обрабатывать насадками. И только затем, когда я убедилась, что нету склеек, можно шлифовать поверхность при помощи бафа либо пилки. Таким образом мы матируем ноготь и под кутикулой, что обеспечит хорошую сцепку. Опытные мастера могут пропускать этот этап и сразу работать фрезой. Ну а новичкам не рекомендую списывать со счетов данный этап, чтобы не травмировать кутикулу при срезе. Вторая ошибка – недостаточно прочищен карман фрезой или пушером в классической технике. Опять-таки остаются склейки. В таком случае также не получится выполнить ровный срез. Ножницы будут останавливаться и прорывать кожу. Чаще всего их можно встретить на указательных, которые растут вниз. Поэтому к ним особое внимание. Для того, чтобы убедиться, что подкутикульный карман чистый, хорошо оттяните кутикулу. Также на начальных этапах можно себя проверять при помощи апельсиновой палочки, либо пушера. Если он хорошо плавно проходит, значит кутикула готова к срезу. Если нет, вернитесь обратно к аппарату и в положении реверс дочистите кутикулу, которая прилипает к ногтю. Перед срезом под кутикулой должен быть абсолютно чистый карман. Третья ошибка – тупой инструмент. Часто с этой проблемой сталкиваются, выполняя маникюр себе в домашних условиях, купив единожды ножницы или кусачки, но они имеют свойство тупиться и через некоторое время использования не срезают, а отрывают кутикулу кусочками. В таком случае о чистом маникюре говорить не приходится. Инструмент должен быть хорошо и качественно заточен, тонкие полотна. Если инструмент тупой, он просто будет неэффективно срезать кутикулу и будут образовываться заусенцы. Проверить свой инструмент можно очень просто при помощи полиэтиленового пакета. Попробуйте его разрезать. Если пакет тянется за ножницами, то и срез кутикулы получится неровным, как бы хрома. Поэтому инструмент нужно отдавать в заточку своевременно. Четвертая ошибка – сильное раскрытие ножниц. В этом нет совсем никакой необходимости. Во время среза не стоит широко раскрывать ножницы. Вы будете выходить из основного среза, и вам будет достаточно трудно добиться равномерной полоски. Мы работаем с небольшим участком, а не режем бумагу или картон, поэтому не нужно раскрывать ножницы широко. Также это приводит к трате времени. Представьте, сколько его уходит на каждое смыкание и размыкание. Это доли секунд, которые складываются в минуты, а потом мастера недоумевают, где они теряют драгоценные минуты на процедуру, а они вот так и складываются. Пятая ошибка – срез длинным стежком, в том числе из-за сильного раскрытия, либо желания побыстрее выполнить срез. Необходимо выполнять не длинный стежок по 5-7 мм, а более короткие, так как длинные будут давать заусенцы. Попробуйте вырезать круг, например, из бумаги длинными стежками. Вы убедитесь, что ровным он не получится. Срезайте небольшими стежками около 2 мм, чтобы срез был гладким и равномерным.
Следующая ошибка – отрывистые движения. Часто вижу также следующую работу. Закрывают ножницы и делают вот такой рывок на себя. При каждом срезе такое движение, которое просто-напросто будет растягивать процедуру по времени, а также делает срез неровным. Старайтесь не доставать ножницы из среза, для того, чтобы он получался более ровным. Ох, сколько раз я видела такое движение у мастеров, приходящих на повышение квалификации. А все дело в привычке. Изначально не поставили правильную руку на срез, а потом гораздо труднее переучиваться. Привычка – это то, что сидит на подкорке, и трудно полностью от нее избавиться. Но можно. 7-я ошибка – не единый срез. Как говорят мастера, срез должен быть единой колбаской либо полоской. Например, сначала вы срезали слегка кутикулу, затем подумали, что еще нужно где-то доработать, потом еще где-то, и в итоге вся кутикула оборванная и нет ровного среза. Наша задача работать поступательно и сразу удалять всю кутикулу, а не частями. Конечно, в таком случае больше вероятность выполнить его без заусенец. Но на самом деле полностью не гарантирует их полное отсутствие в случае неверной техники. 8-я ошибка – неверный угол постановки инструмента. Как правило, ножницы устанавливаем под углом 90 градусов относительно ногтевой пластины. Но бывают и исключения, в зависимости от типа кутикулы. Например, когда мастер заваливает ножницы на кутикулу. В итоге срезается только верхняя часть, а внутри все остается. И наоборот, когда мастер заваливает ножнички на ногтевую пластину, ничего не убирается, кутикула так и остается. И потребуется повторный срез, что растягивает процедуру маникюра. Важно держать ножницы перпендикулярно ногтевой пластине. Безусловно, есть положения, при которых мы можем слегка варьировать угол, но в большинстве случаев он будет 90 градусов, для того, чтобы срезать кутикулу и сверху, и внутри. Нужно постараться за один проход полностью срезать чисто кутикулу. Если этого не получается, дублируйте срез, но будьте внимательны и аккуратны в избежании ранений. Следующая ошибка. Нет упора в кутикулу, из-за этого мало что срезается или вовсе не срезается, либо как-то кусочками. И привет заусенцы на следующий день после маникюра. Во время среза мы прячем нижнее лезвие под кутикулой. В таком случае будет все правильно срезаться. Если мы просто не будем отталкивать ножницы в сторону кутикулы, а срезать около нее по воздуху, то особо ничего убираться не будет и кутикула будет оставаться. Ставим, отталкиваем как будто пушером, и в таком положении у нас полностью срезается кутикула. И последняя ошибка. Нет опоры во время среза. И вся тяжесть руки, в которой режущий инструмент давит на тонкую, мягкую зону ногтя в области лунулы, что может привести к повреждению ногтя и деформациям. Да, они бывают не только из-за пропилов, а также из-за сильного давления пушером или инструментом. Во время среза вы можете положить свою правую руку на левую и таким образом контролировать степень нажатия. Если этого не делать, ножницы будут на весу, ну представим так. В таком случае я буду очень сильно сжать на ногтевую пластину, особенно на ростковую мягкую зону, что может приводить к деформации ногтевой пластины. Если я и не делаю упора на свою руку, то тем не менее рассчитываю давление, чтобы не кончики ножниц упирались в ногтевую пластину, а боковая сторона лезвия. И все-таки, если после среза вы увидели заусенцы, то их необходимо убрать. Можно дублировать ваш срез. Самое главное, не перестарайтесь и не пораните клиента. Если после среза вы видите небольшие склейки под кутикулой, то их можно доработать при помощи фрезы. Подытожим. Чистый маникюр и правильный срез – это залог хорошего результата и идеального покрытия без отеков. Ставьте пальчик вверх, если понравилось видео, пишите в комментариях, если хотите такое же видео с кусачками. Смотрите и другие полезные видео на канале про ошибки. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!